Несколько дней назад губернатор Белгородской области сообщил, что российская власть больше не может удерживать регион целиком под своим контролем. Он, конечно, не сказал этого прямо, все ходил вокруг да около, но общий посыл понятен. В 14 населенных пунктах творится такое, что людям туда ездить больше нельзя. Заботимся, говорит, о женщинах и детях. Нечего им там делать, пусть выметаются из своих домов и живут где хотят. А мы, мол, дадим им по 10 тысяч рублей на семью, чтобы жилье сняли. А если детей много, то дадим аж 15. Такая вот щедрость. И еще губернатор просил отнестись к мерам с пониманием, ведь власть таким образом спасает жизни. Давайте сегодня поговорим о войне, идущей на территории России. С 23 июля ограничиваем доступ в 14 населенных пунктов Белгородской области, где оперативная ситуация складывается крайне сложной. Мы много раз говорили, путинская власть старается рутинизировать и нормализовать войну для российских граждан. Белгородская область – идеальный тому пример. Достаточно заглянуть на один из местных новостных ресурсов. Там никаких сенсаций. Ну, посмотрим. Новость, что в городском фонтане появился фитопланктон. Пристав выписал штрафов на 700 тысяч рублей первокласснице. Да... Чего? А ты не знаешь, что это такое? Очень интересно посмотреть, что за 700 тысяч рублей эта первоклассница сделала. Ладно. 2 человека погибли после атаки дрона. Чиновник сел за взятку. 4 человека ранены при обстреле. Ожидается град и гроза. На южной улице не вывозят мусор. Ни одна новость не выделяется. Что погода, что обстрелы, что водоросли в фонтане. Новости как новости. Ни одна не должна вызывать ажиотажа. А ведь до войны Белгородская область была очень неплохим местом для жизни. Тихий аграрный район, в 3-м десятке по уровню доходов на душу населения, во 2-м по валовому региональному продукту. Климат приятный, города благоустроенные, особенно столица и районный центр Шебекино. Сюда переезжали жить люди из других регионов. По миграционному приросту в относительных цифрах Белгород даже опережал Москву. Но утром 24 февраля 2022 года все изменилось. Война началась обстрелами городов и инфраструктуры в Украине. И обстрелы эти велись в том числе и с территории Белгородской области, причем российские военные, кажется, были совершенно уверены, что ответного огня не будет. Боевые расчеты российской артиллерии запускали ракеты не из чистого поля, а из населенных пунктов. Ответные обстрелы начались буквально на следующий день, 25 февраля. Это были первые разрушения домов мирных жителей в России в результате развязанной войны. А дальше шло по нарастающей. В апреле 22 года многим запомнился эпизод, когда 2 украинских вертолета на низкой высоте пересекли линию фронта и взорвали нефтехранилище под Белгородом, а потом благополучно вернулись на базу. У меня даже об этом ролик был. Тогда стало ясно, разрушение инфраструктуры – это не игра в одни ворота, и украинская армия вновь и вновь будет находить способы наносить ответные удары. Так и вышло. В 22 году от обстрелов погибло 22 человека, не меньше 100 были ранены. В следующем 23-м на территории области начались уже наземные операции. В мае и июне было несколько рейдов украинских прокси-подразделений, известных как «Русский добровольческий корпус». Тогда со стороны Украины через плохо охранявшиеся КПП вошли группы диверсантов. Несколько дней они фактически удерживали контроль над российскими населенными пунктами. Пострадали Новая Таволжанка, Шебекино, Грайворон. И снова погибли мирные жители. Потом начались постоянные обстрелы Шебекино. Люди стали покидать город. На сегодня есть такие данные. В некогда 40-тысячном Шебекино живет не более 6 тысяч человек. Но прилеты ракет со стороны Украины и рейды диверсантов не единственная проблема местных жителей. 20 апреля 23 года в спальном районе Белгорода, буквально в нескольких десятках метров от обычных многоэтажек, посреди дороги произошел взрыв. Взрыв оставил 20-метровую воронку и мемы про нештатный сход боеприпаса. На следующий день в городе нашли еще один такой внештатно сошедший боеприпас. И с тех пор в Белгородской области постоянно находят утерянные Минобороны бомбы. По данным Вашингтон-Пост, за время войны на Белгородскую область упало как минимум 38 таких российских бомб. В 2024 году обстрелы уже обыденность. За время войны в Белгородской области погибли больше 200 человек. Ранены более 1100. Если при обстреле никто не умер, есть только раненые или разрушения, такая новость в федеральную повестку вообще не попадет, не дотягивает. 1-2 погибших забываются на следующий день.
В иные дни погибших несколько, бывало даже десятки за раз. И даже это не становится сенсацией. Смерти рутинизировались, и россияне привыкли, что есть Белгород, туда прилетает, и там гибнут. Но для тех, кто живет в Белгородской области, жизнь изменилась радикально. Люди буквально живут на войне. Ежечасно гадают, будет ли сирена оповещения о ракетном обстреле. Уходят из дома, не зная, вернутся ли вечером, ложатся спать, понимая, что утром могут попросту не проснуться. Чтобы понять, каково это жить в Белгороде и области сегодня, прочитаем несколько сообщений от местных жителей в паблике «Белгород номер 1. Люди». Никакого трэша и кровища, просто жизнь среди войны. Добрый день. Хочу обратиться к автомобилистам и мотоциклистам. Товарищи, существуют глушилки на двигатель. Очень неприятно в течение дня дергаться, слыша начало завывания якобы сирены, а потом проклинать вас, понимая, что это был рев очередного псевдогонщика. Когда я эвакуировалась из Шебекина с 2 бабушками, нам не удалось снять ничего в Белгороде. Просто отказывали и задирали цены до потолка. Говорили, что беженцам не сдаем. 1 апреля впервые оказалась на улице во время ракетного обстрела. Остановилась на остановке Студенческой. Быстро забрала детей из машины, и мы побежали в укрытие. Но объясните мне, пожалуйста, для чего установили укрытие без крыши? От чего они должны спасать? А осколки сверху? Кто-нибудь подумал? Немножко урбанистики. Горожанка протестует против неправильной парковки. Во время обстрела водители умудряются бросать машины перед входом в укрытие. Я сама автовладелец, но не понимаю, почему большинство бросают свои автомобили так, как им удобно. И не важно, что входящим людям приходится его обходить. А если, не дай бог, будет прилет в авто, вряд ли тогда укрытие поможет тем, кто внутри. Или вот, реклама. Быстрое и качественное бронирование окон различных сложностей. Для пенсионеров, пожилых людей – отдельное предложение. Защитите себя и своих близких от осколков. А так выглядят светлые и позитивные сообщения. Хочется поблагодарить неравнодушных людей из дома на улице князя Трубецкого за открытое укрытие во время серии обстрелов. Открыт был не только подъезд, но и подвал, который находился в хорошем состоянии. Благодаря вам мы с 2 маленькими детьми с чувством безопасности переждали тревогу. Спасибо вам большое. Люди пытаются привлечь внимание власти, собираются на сходы, записывают видеообращения к Путину, к министру обороны, к губернатору Гладкову. Помните, в ковид была такая популярная история? Люди считали, что власть должна объявить режим ЧС. Якобы это обяжет ее помочь гражданам деньгами. Вот и сейчас в Белгородской области все чаще звучит подобное требование. А еще люди призывают организовать эвакуацию, материальную помощь, убежище на улицах, защиту. В том числе от мародеров в оставленных домах. И, разумеется, еще хотят, чтобы весь этот кошмар прекратился. Словом, по мнению власти, слишком много хотят. А денег на такие пустые хотелки у властей нет, им на войну не хватает. Властям от граждан нужна красивая картинка. Все одобряют войну, поддерживают президента, стойко переносят трудности и вообще готовы умереть в любой момент от обстрела или нештатного схода боеприпаса. Они собираются толпой чуть что какие-то там требования подписывать. И губернатор Белгородской области Гладков в любых запросах видит провокацию. Трагедия Белгородской области продолжается изо дня в день. Игнорировать ее не могут даже Z-каналы. Вот, например, цитата из «Риа Катюша». Для понимания, по приграничным селам в день летят десятки ФПФ, а всего в день по ним отрабатывает примерно 200-300 дронов, если не больше. В месяц, соответственно, 6-9 тысяч. В сводки попадают только те, что попадают в мирных жителей или сжигают объекты инфраструктуры. Сгоревший сарай бабы Нюры уже никто давно никуда не пишет. А вот мнение Анастасии Кашеваровой, бывшей советницы Володина и пиарщицы Кадырова. Несколько тысяч жителей Шебекина, Грайворона и других районов не могут выехать из своих домов. Некуда. Очередь в пункты временного размещения. Нашим военным говорят, что это серая зона, и они просто в шоке, что нужно выполнять приказы и бить врага рядом с домами, где живут люди. Между военными и гражданскими начинается напряжение. Многим из нас может показаться, что самое разумное для жителей Белгородской области – покинуть регион. И люди в самом деле стараются уехать. Те, у кого есть минимальная возможность. И статистика даже подтверждает, население региона сокращается.
как за счет возросшей смертности и сокращения рождаемости, так и за счет отъезда жителей. Но массового перемещения не происходит. По очень простой причине. У большинства просто нет денег, чтобы уехать. Сложно продать квартиру в регионе под обстрелами. Никто ее не купит. Перебравшись в другой регион, человек должен будет искать и квартиру, и работу, и жить непонятно на что. Даже те крошечные пособия на съем жилья, которые выделяет государство, 10-15 тысяч, положены лишь тем, чей дом разбомбили, или тем, кто был прописан в городах и селах, закрытых для въезда. То есть там, где буквально сейчас идут боевые действия. Большинству же белгородцев, которые каждый день живут под бомбежками, никаких пособий не положено. Чтобы хоть как-то помочь нашим согражданам, одним дать передышку от войны, другим помочь перебраться в другой регион, наша команда запустила проект «Разместим», который работает уже 2 месяца. «Разместим» — это телеграм-канал и телеграм-бот, через который связываются жители приграничных территорий, которые хотят оттуда уехать, и те, кто готов их у себя бесплатно принять хотя бы на короткое время. В описании будет ссылка на ролик, где я рассказал о проекте, и на телеграм-канал, где вы можете узнать подробности или разместить свое объявление, если вы готовы кого-то принять. Ну или если вы хотите уехать. А сегодня я расскажу, насколько успешны были первые 2 месяца работы проекта «Разместим». За это время проект получил 285 заявок и опубликовал 222 объявления. 168 от принимающей страны и 54 от желающих найти жилье. Наши операторы и волонтеры совершили 641 звонок, прозванивая объявления и собирая обратную связь. Люди предоставляют жилье на несколько дней, недель или месяцев, как в России, так и за границей. Кто-то подселяет гостей к себе, кто-то на дачу или в пустующую квартиру. Таким образом, нашли жилье и уехали из приграничья около 30 семей, и мы невероятно этому рады. Да, кто-то скажет, это не так много, всего лишь 30 семей. Но мы просто YouTube-канал, у нас нет никаких ресурсов, у нас нет даже присутствия в России, так что это целых 30 семей, которым нам удалось помочь. По проекте «Разместим» недавно вышел материал в медиа «Север Реалии». Я сейчас перескажу несколько историй оттуда, но в описании будет ссылка. По ней вы можете прочитать подробнее. Когда мы объявили о запуске проекта, первые дни были очень много заявок. Причем запросов на помощь было гораздо меньше, чем предложений помочь. Иногда наши собеседники даже говорили, что свободного жилья у них нет, но они готовы снять его на несколько месяцев для людей. Иногда это лучший выход, когда семье с особым ребенком нужно, например, попасть в конкретный город, где для него есть садик. Важную работу делают операторы. Они общаются с людьми, которым нужна помощь. Часто обращающиеся вообще не верят, что им готовы помочь бесплатно, настолько привыкли, что государство их проблемы, их жизни полностью безразличны. Многие рассказывают, как боятся обстрелов, часто плачут. Некоторые говорят, я не хочу уезжать, здесь мой дом, но я хочу жить. Много рассказов, как страдают дети, не могут спать, нервничают, получают проблемы со здоровьем и психикой. Из-за обстрелов некоторые дети не могут ходить в школу и учатся дома годами. Иногда люди, которые приняли участие в проекте, делятся своим опытом. Один такой человек пригласил пожить у него в Петербурге семью с детьми и поделился своими наблюдениями. Мое объявление выставили в телеграм-канале. Через пару дней написал человек: «Нас 4, мы бы хотели приехать уже завтра». Мы договорились встретиться на Московском вокзале. Приехала семья, мальчику 12 лет, девочке 9. Дней 10 у меня гостили. Мы с ними поездили по городу, по туристическим местам. И их реакция меня поразила. Они не понимали, как это. Магазины открыты, рестораны работают, и ни одного бомбоубежища. Тут стоит обозначить, что не все жители приграничных регионов ищут жилье на длительный срок. Многим нужна короткая передышка, безопасное место, где можно отдохнуть от постоянного стресса и напряжения, собраться с мыслями, составить план действий. С детьми, может быть, какое-то нормальное время провести, вот как эта семья в Петербурге. И я хочу вас сегодня снова призвать принять участие в проекте. Даже если вы не готовы подселить к себе незнакомых людей надолго, может быть, вы сможете помочь с экстренным размещением. А может быть, вы можете и надолго, может, у вас пустующая квартира или еще что-то. Наш проект был запущен после ужасного события, когда в многоквартирном доме обрушился целый подъезд. Тогда погибли 17 человек. На короткое время трагедия оказалась во всех новостях, и многие захотели что-то изменить, как-то помочь. Теперь тема обстрелов Белгорода уже не так актуальна, и у нас спад предложений жилья. Но люди продолжают погибать под бомбежками, продолжают жить в постоянном стрессе и страхе. Поэтому нам нужна ваша помощь. Если вы можете принять людей, или вам нужно размещение, пишите в Telegram-бот. И распространяйте, пожалуйста, информацию о проекте «Разместим». Очень этим поможете.
Чем больше людей узнает об инициативе, тем больше людей, живущих под грохот взрывов и вой сирен, получит помощь. Вы также можете поддержать проект деньгами через Boosty или через Patreon или в криптовалюте. На эти деньги работают обзвонщики и, в принципе, работает команда проекта. Все ссылки в описании. Вообще, самое ужасное в таких историях, что глобально они нерешаемы. 350-тысячный город превращен в прифронтовую местность. Не существует варианта, при котором на него не будут падать неверно сработавшие российские бомбы, ошметки ракет ПВО, украинские дроны и реактивные снаряды. От украинской границы до центра Белгорода меньше 40 километров. Это ближний тыл российских войск. Над городом сбрасывают планирующие бомбы, вокруг него находятся линии снабжения, полевые лагеря, склады с боеприпасами. Пока идет война, в Белгород будут стрелять. Те, кто эту войну развязал и поставил Белгород на линию огня, причем огня с обеих сторон, они успешно с себя ответственность сняли. Приграничные области теперь все равно, что отдельная страна, разбираться с проблемами которой должно местное начальство. Такое положение вещей не то чтобы уникально, это прямое следствие войны, и подобные глобальные проблемы могут быть решены только ее прекращением. Все, что мы можем, это помогать отдельным людям, спасать конкретные судьбы. Вывоз одного человека, одной семьи не решит проблемы целого города, но вы точно будете знать, этот человек, эта семья точно не погибнут под обстрелом, они не будут просыпаться от воздушных тревог, не станут инвалидами от упавшего обломка. Российское государство сейчас мощнейший дистрибьютор смерти, с которым никто не может конкурировать. Мы же можем быть агентами жизни. Да, наше государство гибель распространяет массово, а мы можем спасать жизни лишь точечно, но все-таки спасать, а не отбирать. Мы можем вынимать людей из котла войны, а не подбрасывать под него дровишек. Не множить горе, а сокращать его. Сокращать лишь по чуть-чуть, но в нынешнее время даже это уже запредельно много. Так что давайте это делать. Оставляйте, пожалуйста, заявки. До завтра.